Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июнь 2025 года для восходящих весов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. Постройте, пожалуйста, свой гороскоп, посмотрите положение планет в своем гороскопе. Если же вы не знаете точное время своего рождения и не можете определить ваш восходящий знак, в таком случае посмотрите, в каких знаках зодиака у вас находились Солнце и Луна в момент вашего рождения. И для знака зодиака Луны, для знака зодиака Солнца этот прогноз тоже будет актуален. Хотя, может быть, немножко не настолько точно будет работать. В описании, в комментариях к этому видео есть еще всегда ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Теперь давайте говорить о тенденциях июня 2025 года для восходящих весов. И июнь будет на самом деле во многом таким месяцем улучшающим. Первое событие, которое состоится в июне, 6 числа, Марс выйдет из вашего 10-го дома гороскопа, из дома карьеры, дома социальной реализации, из знака своего падения. Марс был там очень долго, около полугода, с различными переменами. И сейчас наконец-то выходит и будет до 28 июля в вашем 11-м доме гороскопа. На самом деле, я думаю, что многие весы почувствуют тотальное облегчение, потому что Марс в 10-м доме гороскопа мог так серьезно портить две сферы жизни. Сфера личной жизни, сфера брака, сфера партнерства, отношений с коллегами по работе, либо вообще в целом коллектив, отношения в коллективе в каком-то рабочем, либо отношения в коллективе в учебном, либо отношения с мужем и женой, либо у самих мужа или жены могли быть какие-то турбулентные события в жизни. И вторая сфера, которую мог так серьезно портить Марс, это карьера, репутация, социальный статус, отсюда же еще и финансовая ситуация. И Марс наконец-то заходит в 11-й дом гороскопа, и в 11-м доме гороскопа Марс, во-первых, освободит вот эти вот сферы от гнетущего напряжения, а во-вторых, Марс таким образом укрепит сферу финансов, улучшит ваш доход. Марс в 11-м доме гороскопа напрямую указывает на то, что в этот период, пока он будет идти по этому дому, вы сможете пополнить ваши накопления, но будет еще и необходимость, скорее всего, заниматься переоформлением счетов, переоформлением, может быть, депозитов каких-то, банковскими вопросами. У кого-то может быть перевыпуск карты или что-нибудь в таком ключе. И еще такая тенденция по Марсу в 11-м доме гороскопа, что мы можем в этот период объединяться в какие-то сообщества для того, чтобы вместе какую-то конкуренцию создавать, вместе против кого-то бороться. Транзит Марса по 11-му дому гороскопа еще создает такую тенденцию, что ваши партнеры по браку, муж, жена, парень, девушка, либо ваши коллеги по работе, либо ваши однокурсники, одногруппники, либо бизнес-партнеры могут ввести вас в какое-то сообщество, с кем-то познакомить, со своими друзьями, либо со своими какими-то коллегами тоже, с какими-то коллективами. Или же вы можете войти в какое-то сообщество по протекции вот ваших партнеров, может быть, это не их друзья, но какая-то может быть протекция. Есть такое ощущение, что может быть необходимость отстаивать интересы какой-то группы людей, и вы можете в это активно включаться. Не могу сказать, что только улучшения по финансам. Будут, конечно, какие-то, скорее всего, импульсивные траты, могут быть крупные траты со счетов в том числе. Может быть еще период эмоционального какого-то беспокойства за результаты своего творчества, либо за свою учебу, либо еще может быть какие-то
переживания за детей, как у них там сложится какой-то процесс. Но в целом, в любом случае, транзит Марса по 11 дому гороскопа должен вам дать какое-то важное улучшение. Следующий транзит тоже 6 июня. Меркурий зайдет в ваш 9 дом гороскопа и будет там до 22 июня. Вообще это хороший тоже транзит, потому что Меркурий будет идти по своему собственному знаку, по своему собственному дому, поэтому укрепляется тема удачи, укрепляется тема образования, религии, общения с отцом, учителем, руководителем. Транзит Меркурия по 9 дому гороскопа явно указывает на то, что будет много переговоров либо с руководителем на работе, либо с отцом, либо с каким-то учителем. Может быть интерес к теме религии, может быть поиск какого-то учителя, репетитора, поиск информации про обучение, поиск информации про зарубежные путешествия, может быть обращение в государственные органы власти. Есть еще тенденция по этому Меркурию, что может быть такая история, что нужно будет, допустим, ездить, как будто бы с какими-то учебными целями, например, из города в город, из страны в страну, или, допустим, если вы учитесь, то, например, в вашем институте в это время нужно будет ездить из одного корпуса в другой, то есть по учебным каким-то вопросам нужно будет перемещаться, по вопросам информационным, по вопросам документов и так далее. И еще одна тенденция на то, что может быть в этот период какая-то разлука, может быть даже отъезд, например, отца, либо временная замена учителя какого-то, либо временная замена руководителя, либо просто смена руководителя, или же, допустим, просто поменяется руководство на работе. У кого-то руководитель уходит в отпуск, и, скорее всего, вы как-то будете с этим завязаны. И у вас, я напомню, уже в 9 дом гороскопа зашел Юпитер после года нахождения в 8 доме гороскопа. И вот этот транзит по 9 дому гороскопа Меркурия, и дальше я вам еще буду тоже рассказывать, это такой июнь месяц важный с точки зрения того, что вот этот 9 дом гороскопа, он будет выделен, в нем будут происходить самые важные акцентированные события. В районе 7-9 июня будет соединение Меркурия и Юпитера, и, возможно, в этот период будут обсуждаться какие-то важные рабочие моменты. Возможно, в этот период будут обсуждаться и решаться какие-то важные дела, связанные с вашими документами, связанные с вашей учебой, с вашими хобби. Это может быть еще какая-то протекция, защита, помощь, поиск какой-то защиты. То есть какие-то могут быть люди важные в вашей жизни в этот период, которые могут вам помогать решать ваши существующие вопросы. 11 июня состоится полнолуние в вашем 2 доме гороскопа, в доме денег, в доме ресурсов, в доме родительской семьи. Полнолуние во 2 доме гороскопа может означать недостаток ресурсов для чего-то, для решения какого-то вопроса, но также это могут быть какие-то большие траты, крупные покупки, либо, может быть, у кого-то даже расставание с родительской семьей. Но всегда полнолуние, новолуние — это не самые значительные события. Они могут давать такое, как будто бы выяснение каких-то обстоятельств. И полнолуние во 2 доме гороскопа может дать информацию о процессах, решения которых вы давно ждали, о каких-то делах, которые вам казались запутанными, долго решаемыми. Вот такие вот вопросы могут у вас разрешаться в период полнолуния. 15 июня ваш 9 дом гороскопа, в тот же самый 9 дом гороскопа, важный, акцентированный, зайдет Солнце и будет там до 16 июля. Солнце тоже создает классную комбинацию на улучшение доходов, то есть июнь может быть таким месяцем вздоха, когда вы наконец-то получили то, чего давно ожидали, либо наконец-то вы почувствовали какое-то улучшение в финансах. Солнце в 9 доме гороскопа может дать прояснение каких-то ситуаций, связанных с учебой, с отцом, с руководителем, с органами власти, с путешествиями, с религиозными вопросами, с духовными вопросами. Также транзит Солнца по 9 дому гороскопа будет отмечен соединением с Юпитером в районе 23-24 июня. И это тоже важная история, потому что этот транзит может указывать на, допустим, повышение власти вашего отца, либо повышение власти вашего руководителя, вашего учителя, которое может отразиться каким-то образом на вас. Точно так же это могут быть какие-то
истории, когда ваше слово будет весомым, будет каким-то аргументированным. То есть какие-то звездные истории могут быть. Конечно, масштаб может быть разным, но здесь такая тенденция на то, что ваше, допустим, слово, ваши какие-то документы, которые у вас есть, как козырь в рукаве, могут стать какими-то решающими в каких-то вопросах. У кого-то из весов в такие периоды может быть венчание, либо обращение в духовные организации, какое-то напутствие и так далее. 22 июня в ваш 10-й дом гороскопа перейдет Меркурий. 10-й дом, дом карьеры, дом статуса, репутации, и транзит Меркурия по 10-му дому гороскопа формирует для весов несколько тенденций. У кого-то из весов это может быть повышение до уровня руководителя, возможно, замена, но вот какая-то власть может появиться. А у кого-то из весов наоборот, это может быть период отпуска, увольнения, либо какого-то перерыва в работе. Есть тенденция на то, что вы можете активно что-то выяснять по поводу статуса, по поводу работы, по поводу карьеры. Если вы не работаете, то в таком случае это могут быть такие истории, когда вы можете выяснять, как поменять паспорт, как подать заявление на регистрацию брака, как сделать свидетельство о рождении ребенка и так далее, и так далее. То есть такие вот могут вас вопросы интересовать, и вы можете как представитель, допустим, даже кататься по таким вопросам. Еще есть тенденция по Меркурию, что если вы работаете, что к вам на работу могут приезжать какие-то гости из другого города, из другой страны, но даже не проверка, а просто вот кого-то, кого вам нужно будет, может быть, принять. А 25 июня состоится волшебнейшее новолуние в вашем 9-м доме гороскопа. Это новолуние будет у нас особенным, потому что в момент новолуния соединится Солнце и Луна и Юпитер. Луна с Юпитером в соединении формирует такую гаджи-кешери-йогу, йогу счастливчика по ведической астрологии. И эта йога счастливчика, она заключается в том, что мы где-то либо первые, либо где-то нам улыбается удача, и у вас еще это новолуние будет в 9-м доме удачи. То есть действительно, возможно, в чем-то вам улыбнется удача в этот период очень мощная. Может быть, в этот период вы получите какую-то протекцию, какую-то защиту. 9-й дом – это дом учебы, дом отца, учителя, руководителя. Поэтому, опять же, актуально будет, что это могут быть какие-то перемены у отца, перемены в руководстве компании, если вы работаете, перемены в руководстве в институте, перемены у учителя, перемены в вашей учебе, может быть, у кого-то поступление на учебу, а у кого-то просто зарубежная поездка, например, ну, венчание, крещение, вот такие вот тоже инициации могут быть. А с 29 июня в ваш 8-й дом гороскопа заходит Венера, и Венера будет в вашем 8-м доме гороскопа до 26 июля, то есть весь июнь Венера будет находиться в вашем 7-м доме гороскопа, что благоприятно для налаживания все-таки дружеских отношений, дружеских связей, благоприятно для налаживания личной жизни, для объединения коллектива, для установления каких-то контактов внутри коллективов, и с учетом того, что еще Марс выйдет из вашего 10-го дома гороскопа. То есть весь июнь можно направить на такие партнерские связи, а уже с 29 июня хозяйка всего вашего гороскопа заходит в 8-й дом гороскопа, будет там достаточно долго. Во-первых, это планета, управляющая всем вашим гороскопом, поэтому может быть такое, что вы сами будете погружены в тему в этот период каких-то тайн, запретов, сплетен, может быть, скандалов, может быть, каких-то интриг, может быть, повышенный интерес к темам эзотерики, астрологии, психологии и так далее. Также транзит Венеры по 8-му дому гороскопа может давать какие-то резкие поломки транспорта, либо резкие какие-то вот выявления каких-то вещей с транспортом. Если у вас есть транспорт, то у нас всегда разные. Это и велосипеды, и самокаты, и мопеды, и автомобили, и мотоциклы, и самолеты и так далее. То есть нужно быть внимательнее, если какая-то поломка выявляется, то ее тут же устранять. И еще транзит Венеры по 8-му дому гороскопа может давать повышенную утомляемость зрения. Очки берегите, не сядьте на них где-нибудь случайно, может быть потеря, допустим, не можете найти очки, что-нибудь такое. И
Еще одна такая интересная тенденция, это же 8-й дом гороскопа, это дом доходов наших партнеров, поэтому транзит Венеры по 8-му дому гороскопа может сделать ваших партнеров более щедрыми по отношению к вам в этот период. Не обязательно, что у них повышается доход, но, может быть, они начинают с вами так активно делиться, дарить вам подарки, либо какие-то другие люди могут дарить вам подарки и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2025 года для восходящих весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.